Начинаем выполнение нашего цветочка с 6 воздушных петель, замкнутых в кольцо. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Выполнили. Вводим крючок в первую воздушную петелечку и выполняем соединительную. Наше колечко готово. И мы можем приступить к выполнению следующего ряда. Для этого мы выполняем 2 воздушные петелечки подъема. И нам с вами понадобятся бисериночки наши. Мы их подтягиваем. И будем выполнять полустолбики с бисером. Выполняем накид на крючок, подтягиваем бисеринку, вводим крючок в наше колечко и выполняем полустолбик. Далее подтягиваем следующую бисериночку, накид на крючок, бисеринка, вводим крючок в колечко, и второй наш полустолбик готов. Далее третий полустолбик, четвертый, пятый, и так далее. Всего у нас с вами должно получиться 12 таких полустолбиков. Мы связали 12 полустолбиков с бисером и завершаем наш круговой ряд. Очень внимательно мы пропускаем 2 воздушные петелечки подъема и вводим крючок в вершинку нашего полустолбика, выполненного в начале ряда. И выполняем соединительную. Наш круговой ряд завершен. И мы можем приступить к выполнению следующего ряда. Для этого мы выполняем опять же 2 воздушные петелечки подъема. Выполнили. Далее накид на крючок. И в эту же вершинку выполняем первый полустолбик. Далее накид на крючок, не забываем бисериночку подтягивать, и в эту же вершинку провязываем второй полустолбик. Итак, в каждую вершинку предыдущего ряда мы будем провязывать по 2 полустолбика. Вот первый готов, и выполняем второй. Все полустолбики мы с вами провязываем с бисером. Опять же первый полустолбик, второй. И давайте еще раз повторим. Вершиночку первый полустолбик провязываем, и опять же накид, бисеринку подтянули, и второй. Так мы с вами выполняем до конца нашего ряда. Мы завершаем выполнение нашего кругового ряда. И опять же пропускаем 2 воздушные петелечки подъема и вводим крючок в вершинку нашего полустолбика, выполненного в начале ряда. Выполняем соединительную. Вот такая у нас с вами серединочка получается. И за счет неровного бисера она вот такая естественная получается. Давайте изнаночку посмотрим. Мы можем приступить к выполнению следующего ряда. Для этого опять же 2 воздушные петелечки подъема, 1, 2, и будем вязать еще один ряд полустолбиков. Накид на крючок, подтянули бисеринку и вводим крючок в вершинку этого же полустолбика. Выполняем полустолбик. Далее в вершинку следующего полустолбика мы будем выполнять 2 полустолбика. Подтянули бисер и выполняем
первый полустолбик и второй. Далее выполняем один полустолбик, следующую вершинку. Далее 2. Накид на крючок, подтянули бисер, выполняем один полустолбик и второй. Далее опять один полустолбик. И далее опять 2. Итак, мы с вами будем чередовать до конца нашего ряда. Мы завершаем выполнение нашего кругового ряда. Вводим крючок в наш первый столбик, его вершинку, и выполняем соединительную. Круговой ряд завершен, и мы нить с вами обрезаем. И давайте посмотрим. Так наша серединочка смотрится по лицевой стороне. Так она выглядит с изнаночной стороны. И напомню вам, что нить вы можете и не обрезать, а продолжить работу, абсолютно используя тот же бисер и ту же основную нить. Работу мы можем начать абсолютно с любой вершинки. Вводим крючок, захватываем нашу бирюзовую нить и выполняем воздушную петелечку. Далее очень внимательно мы в эту же петелечку вводим крючок, обратите внимание, с изнаночной стороны. Захватываю рабочую нить и выполняю обратный столбик без накида. Далее в вершинку следующего столбика я точно так же ввожу крючок с изнаночной стороны и выполняю точно такой же столбик без накида. Выполнила. Далее я подтягиваю наши бисериночки. Сначала мне понадобится 6 бисеринок. Я отсчитываю 3 и 3. Опять же ввожу крючок с изнаночной стороны в вершинку следующего столбика, захватываю нить за нашими бисериночками и выполняю столбик без накида. Ввожу крючок в вершинку следующего столбика, опять с изнаночной стороны, и теперь я подтягиваю и отсчитываю 8 бисеринок. 4, 5, 6, 7, 8. И как и ранее, захватываю нить за бисериночками и выполняю столбик без накида. Ввожу крючок в вершинку следующего столбика и подтягиваю, и опять отсчитываю 8 бисеринок. 4 и 4. Захватываю нить и выполняю опять же столбик без накида. Далее ввожу крючок в вершинку следующего столбика, опять же с изнаночной стороны. В этом ряду у нас с вами все столбики без накида будут обратными. Отсчитываю 6 бисеринок. 3, 4, 5, 6. Захватываю нить за бисериночками
Выполняю столбик без накида. Такая основа для нашего первого лепесточка готова. Далее мы провязываем 2 столбика без накида. И опять же мы провязываем без бисера, столбики у нас обратные. Захватываем и выполняем. Раз и 2. И давайте выполним еще одну основу для нашего лепесточка. Вводим крючок в вершинку следующего столбика, подтягиваем бисер, отсчитываем. Сначала у нас идут с вами 6 бисеринок. Неудобно. Так, и столбик без накида. Далее вводим крючок в вершинку следующего столбика. И далее у нас с вами идут 8 бисеринок. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Опять же захватываю нить за бисеринками. Главное, не спешите. И столбик без накида. И еще раз у нас с вами 8 бисеринок. Подтягиваем и отсчитываем. 4 и 4. Захватываем нашу рабочую нить. Опять же напоминаю, за бисериночками. И столбик без накида. И вводим крючок с изнаночной стороны. И нам осталось выполнить такую условную арочку из 6 бисеринок. 3 и 3. Подтягиваем и провязываем столбик без накида. Далее, напоминаю, выполняем 2 столбика без бисера. Столбики у нас опять же обратные. Вот таким образом. Так мы с вами будем выполнять до конца ряда. Всего у нас должно быть основ вот таких 6 штучек. 2 мы с вами выполнили основы для лепесточков. Осталось выполнить 4. Мы завершаем выполнение нашего кругового ряда. Вводим крючок в вершинку первого столбика. При этом пропускаем воздушную петелечку, выполненную в начале ряда. И выполняем соединительную. Наш ряд завершен. И мы можем приступить к выполнению следующего ряда. Для этого мы выполняем одну воздушную петелечку подъема. И в вершинку этого же столбика вводим крючок и выполняем столбик без накида. Далее в вершинку следующего столбика вводим крючок, выполняем еще один столбик без накида. Далее 3 воздушные петелечки. И теперь мы вводим крючок вот между наших бисеринок. 3 с одной стороны бисеринки, 3 с другой. Под нить выполняем столбик без накида. Далее 1 воздушная. И здесь у нас 4 бисеринки будут с одной стороны, 4 с другой. И опять столбик без накида. Далее 2 воздушные. 1, 2. И опять 4 бисериночки с одной стороны, 4 с другой. И провязываем столбик без накида.
Далее 1 воздушная и 3 бисериночки с одной стороны, 3 с другой. Выполняем столбик без накида. Далее арочка из 3 воздушных, 1, 2, 3, и опять же вводим крючок в вершинку столбика предыдущего ряда. Выполняем столбик без накида. И в вершинку следующего столбика вводим крючок, выполняем еще один столбик без накида. И давайте посмотрим. Вот мы с вами сформировали первый наш лепесточек. Изнаночку посмотрим. И давайте повторим выполнение. И сформируем еще один лепесточек, второй. Вяжем арочку из 3 воздушных. Далее 3 бисеринки с одной стороны, 3 с другой. Выполняем столбик без накида. 1 воздушная. Теперь 4 бисериночки с одной стороны, 4 с другой. Столбик без накида. Далее 2 воздушные. 4 бисеринки с одной стороны, 4 с другой. Столбик без накида. 1 воздушная и 3 бисериночки с одной, 3 с другой стороны. Столбик без накида. И арочка из 3 воздушных и 2 столбика у нас остается без накида. Первый столбик, второй. И вот наш второй лепесточек тоже сформирован. Так мы с вами будем выполнять до конца нашего ряда. Мы завершаем выполнение нашего ряда. И после того, как выполнили 3 воздушные петелечки, вводим крючок в вершинку столбика без накида и выполняем соединительную. Наш круговой ряд завершен. Все лепесточки сформированы. Такие красивые, аккуратненькие они у нас с вами получились. И теперь приступим к выполнению следующего ряда. 1 воздушная петелечка подъема и в вершинку следующего столбика выполняем столбик без накида. Далее под арочку из 3 воздушных выполняем столбик без накида 1 и столбик без накида 2. Далее 1 полустолбик, накид на крючок и вершинку столбика без накида выполняем столбик с 1 накидом. Повторим. Выполнили. Далее накид на крючок и под 1 воздушную выполняем 1 столбик с 1 накидом. Накид и вершинку столбика без накида выполняем столбик с накидом. Далее у нас арочка из 2 воздушных. Мы будем провязывать 3 столбика с 1 накидом. 1, 2, 3. Далее столбик с накидом в вершинку столбика, столбик с накидом под 1 воздушную, столбик с накидом в вершинку столбика предыдущего ряда. И далее под арочку мы провязываем 1 полустолбик и 2 столбика без накида. 1, 2. Выполнили. Далее вводим крючок в вершинку столбика без накида и выполняем незавершенный столбик без накида. В вершинку следующего столбика вводим крючок и выполняем точно так же. Все 3 петелечки на крючке провязываем вместе. И давайте остановимся, посмотрим. Вот наш лепесточек
готов. И давайте выполним еще один. Под арочку из 3 воздушных выполняем первый столбик без накида, второй и полустолбик. Далее вершинку столбика предыдущего ряда выполняем 1 столбик с одним накидом, под воздушную столбик с одним накидом и вершинку столбика столбик с одним накидом. Далее арочка из 2 воздушных мы провязываем 3 столбика с одним накидом, второй столбик и третий. Выполнили. Далее вершинку столбика предыдущего ряда столбик с накидом, под воздушную столбик с накидом и вершинку столбика предыдущего ряда столбик с накидом. И у нас осталась с вами арочка. Выполняем полустолбик и 2 столбика без накида. 1 и 2. И провязываем 2 столбика без накида с общей вершинкой. Выполнили. Вот и второй лепесточек наш с вами готов. Так мы с вами выполняем до конца ряда. Мы завершаем выполнение нашего цветочка. Вводим крючок в вершинку столбика без накида, при этом пропускаем воздушную петелечку подъема и выполняем соединительную. Наш с вами круговой ряд завершен, ниточку мы обрезаем, наш цветочек готов. Поправляем наши лепесточки и смотрим. Вот такой красивый нежный цветочек у нас с вами получился. Так он смотрится по лицевой стороне и так он выглядит по изнаночке. Как я и говорила, вы можете не менять цвет бисера, цвет основной нити, а выполнить такой цветочек. И изнаночку посмотрим. Творческих вам успехов!